Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале, где легко, доступно и очень вкусно готовить. Посмотрите, какая шикарная булка. По цвету она получилась ярко-желтая, еще и с начинкой. Если вы ее испечете, вы попробуете и поймете, что это самая вкусная выпечка, которая только есть. Нам понадобится 500 грамм муки. Я беру муку и, конечно, ее просеиваю для того, чтобы она насытилась воздухом, кислородом и стала пышная. Я беру одну крупную морковь, которую заранее отварила. Теперь я нарезала ее на кусочки и перекладываю в блендер. Добавляю немножечко молока в блендер и измельчаю до состояния пюре. Вот так. Теперь берем 20 грамм свежих дрожжей. Обязательно дрожжи должны быть свежие, тогда выпечка будет очень пышная. Добавляем сюда немножечко сахара и немножечко теплого молока. И ставим на 15 минут, чтобы образовалась пышная шапочка. Начинаем заводить тесто. Берем глубокую емкость, добавляем сюда пюре морковное, выливаем оставшееся теплое молоко. Добавляем также сюда сахар и одно яйцо. Щепотка соли не помешает для улучшения вкуса. Все перемешиваем хорошенечко. И теперь добавляем сюда дрожжи, которые, смотрите, как поднялись. Хорошенько перемешиваем. А теперь можно добавлять муку. Когда мы добавляем муку, можно сразу добавить растительное масло. Или растительное масло можете добавить сразу с жидкими ингредиентами. Все хорошенько вымешиваем, чтобы тесто получилось у нас вот такое вот эластичное, мягкое. Я потом тесто перекладываю на доску и хорошенько вымешиваю его на доске. Когда у нас сформировался вот такой вот комочек, я перекладываю тесто в чашку и накрываю его мешочком полиэтиленовым или пленкой. И убираю в теплое место, чтобы тесто поднялось в 2 раза. А этим временем я сделаю заварной крем. Я в кастрюльку насыпаю 150 грамм сахара и добавляю 3 яйца. Все хорошенько перемешиваю, а теперь наливаю стакан горячего молока и сразу же 2 столовых ложки муки. И все хорошенько перемешиваю, чтобы не осталось ни одного комочка. А потом ставлю крем на плиту и варю до загущения. Смотрите, какой получился густой крем. Когда крем остынет до комнатной температуры, я добавлю сюда цедру с 1 лимона. Это обязательно. Тесто очень хорошо поднимается. Оно поднялось примерно где-то за час 10. Посмотрите, какое оно стало пышное. Я его делю на 2 части, потому что оно в процессе выпечки тоже хорошо подымется. И делаю один обыкновенный рулет, а другой буду делать рулет в виде интересной закрученной булки. Смотрите. Вот эту булку лучше формировать сразу на пергаментной бумаге. Так удобнее ее будет переносить на лист или выкладывать сразу в форму. Оставляем булки где-то на 20-25 минут, чтобы они еще немножечко поднялись. Ну вот тесто опять хорошо поднялось. Я смазываю его яйцом и ставлю выпекать на 180 градусов где-то на 30-35 минут. Если вам не очень нравится зажаристая выпечка, можно накрыть ее фольгой. Приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, поставьте лайк, если вам понравилось видео. До новых встреч! Удачи вам, друзья! Пока-пока!